Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем смотреть с одной стороны на нетленную классику, а с другой стороны на новинку. Это новый страйкбольный привод от ICS MP5A5 с остальной штампованной ствольной коробкой и электроникой SSS E-Trigger. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Сам по себе MP5 от ICS появился давным-давно, но первые версии с одной стороны были весьма неплохими с точки зрения внешки, а с другой стороны имели достаточно проблемный хупап, да и верхний ресивер был не из стали. Прямо сейчас у меня в руках обновленная версия со стальной штампованной ствольной коробкой, обновленным хупапом и современной электроникой. Но прежде чем подробнее рассматривать игрушку от ICS, я просто обязан рассказать историю боевого прототипа. Это все-таки классика. Итак, начинаем. В 60-х годах армия ФРГ принимает на вооружение новую штурмовую винтовку под унифицированный боеприпас для стран-участниц НАТО. Это 7,62×51. Позднее эта винтовка обретет широкую известность благодаря своим выдающимся боевым характеристикам, а также простоте и надежности. Ее даже будут называть немецким АК. И, как вы уже догадались, речь идет про ХК G3. Причем здесь G3? А при том, что после ее создания инженеры компании Heckler Koch разработали и выпустили на ее базе новый пистолет-пулемет, который должен был заменить в вооруженных силах уже имеющийся пистолет-пулемет МП-2, который в свою очередь являлся бельгийской копией израильского УЗИ. Только вдумайтесь, по сути, израильский пистолет-пулемет на вооружении немецкой армии. Я думаю, не нужно объяснять, почему инженеры ХК очень старались выпустить свой пистолет-пулемет и вооружить им немецкую армию. И выпустили. Так на свет появился ХК МП5. Правда, армию им так и не вооружили, зато он поступил на вооружение пограничной службы ФРГ. Впервые МП5 засветился в руках бойцов погранслужбы в 1972 году, когда они блокировали Олимпийскую деревню во время теракта на Олимпиаде в Мюнхене. Признание спецслужб МП5 получил позже, в 1977 году, когда новосозданное немецкое спецподразделение блестяще провело операцию по освобождению заложников. Как вы уже догадались, речь идет о захвате террористами самолета авиакомпании Люфтганза и операции ГСГ-9 в Могадишо. Итог операции: все террористы уничтожены, ранен один заложник и один боец, погибших нет. Но настоящую мировую славу МП5 приобрел в 1980 году, правда, благодаря британцам. После Могадишу МП5 заинтересовались разные спецподразделения со всего мира, в том числе и британский САС, который закупил партию этих пистолет-пулеметов и принял их на вооружение. И когда британцы этого спецподразделения взяли штурмом иранское посольство в Лондоне, их фотографии в черных комбинезонах, противогазах и с немецкими автоматами облетели весь мир. После операции Нимрод МП5 стал еще активнее закупаться различными спецподразделениями и даже стал появляться в кино. Кстати, интересное наблюдение. Если поизучать фото, видео и почитать литературу на тему, то можно заметить, что британцы использовали свой собственный стиль стрельбы из МП5, который отличался от американского и немецкого. Вместо того, чтобы упирать приклад в плечо, бойцы САС складывали его до упора и максимально выводили автомат вперед, натягивая на одноточечном ремне. Это позволяло точно поражать цели на дистанциях ближнего боя, при этом давало больше маневренности с оружием. Еще этот момент упоминается в романе Тома Клэнси «Радуга-6», где бойцы международного контртеррористического подразделения как раз таки вооружены преимущественно МП5. Итак, причина такой популярности МП5 среди военных очень проста. Помимо хорошей эргономики, пистолет-пулемет обладал высокой надежностью и кучностью боя. Причиной тому является стрельба с закрытого затвора, а не с открытого, как у большинства собратьев по классу. На всякий случай расскажу, что это значит. Пистолет-пулемет, построенный по принципу открытого затвора, то есть практически любой пистолет-пулемет начала и середины 20 века, работает следующим образом. Вы взводите боевую пружину, нажимаете спуск, затвор из крайнего заднего положения летит вперед, подхватывает патрон из магазина, досылает его в патронник, ударник накалывает капсуль и происходит выстрел. То есть выстрел следует сразу после того, как масса затвора прилетела и ударила в ствол, вызвав вибрацию всего оружия, что не особо хорошо сказывается на кучности боя. В МП5 было все иначе и больше походило на принцип работы штурмовых винтовок. Догадываетесь почему? Правильно, потому что он был построен на базе G3. МП5 работает так: вы взводите затвор, оттягивая его назад, по ходу движения затвор воздействует на шептало и взводит боевую пружину.
Затем он возвращается вперед, подхватывает патрон из магазина и досылает его в ствол. Вы нажимаете на спуск, шептало срывается, курок бьет по ударнику, ударник по капсулю и выстрел. И так как выстрел производится с закрытого затвора, без вибрации, он был очень точным. Плюс сам МП5 весит достаточно, и отдача от пистолетного патрона при таком весе получается небольшая. Все это приводит к тому, что тренированный стрелок укладывает очередь из 3 выстрелов в головную мишень на дистанции 50 ярдов. Раз уж я упомянул популярность МП5 в кино, то приведу некоторую конкретику. Версию МП5SD можно видеть в 2 отличных фильмах про спецназ ВМФ США Navy SEAL. Первый так и называется Navy SEAL 1990 года. Там с МП5 оперирует Чарли Шин. В те годы бесшумный спецназовский автомат смотрелся дико круто. Бесшумный выстрел, террорист падает, сектор чист. Второй фильм — это «Солдат Джейн», где во время финального боя один из морских котиков вооружен как раз таки этим пистолет-пулеметом и прикрывает лейтенанта Анил, которая в свою очередь вытаскивает из-под огня противника раненого мастер-чифа Аргайла. Реальные котики, насколько я знаю, использовали разные вариации МП5 с начала 80-х годов до конца нулевых. И только с 2010 года его полностью заменили на МП7. Но фото затактикуленных МП5 СД6 в руках DevGru в свое время были достаточно популярны. А один мой сокомандник даже собирал один такой по мотивам. В полицейских спецподразделениях типа SWAT МП5 занял свое место сразу, прочно и держится по сей день. Например, там есть упражнение по смене основного оружия на пистолет и обратно. И называется это упражнение MP5 Enhance. Не Assault Rifle Enhance, не Submachine Gun, а именно MP5. Let me speak from my heart in English. В то время, видимо, все настолько свыклись с этим оружием, что даже и не предполагали, что его можно на что-то заменить. Кстати, про SWAT можно смело рекомендовать фильм, который так и называется «SWAT» 2003 года с Колином Фарреллом и Джереми Реннером. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть бессмертное, которое выдал Брюс Уиллис, сжимая в руках МП5А2 в первом «Крепком орешке». В игровой индустрии МП5 тоже крепко занял свое место. Например, в первом Half-Life 1998 года, где МП5 с подствольником был верным помощником Гордона Фримена на протяжении большей части игры. Потом в 2000 году с 2 ног залетел Counter-Strike, и МП5 стал светиться практически везде. В общем, вы уже поняли, что МП5 завоевал бешеную популярность во всех сферах, во всем мире. Им пользовались и пользуются различные спецподразделения со всего мира. Его любят киношники, и он встречается в каждом первом шутере, где есть современное оружие. И теперь, когда мы наконец закончили с исторической частью, посмотрим, с должным ли усердием ребята из ACS воплотили легенду в страйкбольном исполнении. И начнем с внешки. Как и оригинал, МП5 от ACS состоит из верхнего и нижнего ресиверов. Нижний ресивер выполнен из ударопрочного пластика и совмещен с пистолетной рукояткой. Органы управления — это флажок переводчика огня и клавиша сброса магазина. Переводчик огня, как и положено, двусторонний и имеет 4 положения: предохранитель, одиночный огонь, очередь с отсечкой по 3 выстрела и непрерывная очередь. Да, этот МП5, как и его боевой прототип, может в отсечку по 3 выстрела. И это первый страйкбольный АЕК МП5 на моей памяти, который так умеет. Клавиша сброса магазина расположена перед предохранительной скобой и работает так же, как у АК. Нажали большим пальцем и вытащили магазин. Учитывая, что тут же находится шахта магазина, перезарядка, пожалуй, тут одна из самых удобных. А для тех, кто привык отмыкать магазин как на R15, справа есть кнопка сброса магазина под нажатие указательным пальцем. Она, если честно, маленькая и неудобная, поэтому все равно все перезаряжаются, используя первый способ. Верхний ресивер выполнен штамповкой из стали. Производитель даже заявляет, что с использованием той же технологии, как при изготовлении боевых МП5. Помимо копийности, стальной ресивер банально прочнее, чем литой из алюминиевых сплавов, как у приводов некоторых других фирм. И, как ни странно, легче. Тупо потому, что в случае со сталью достаточно толщины листа в 1-1,5 мм, а силуминовые стенки приходится делать толще. Больше материала, больше вес. И этот момент сразу чувствуется, когда берешь привод в руки. Развесовка у него очень приятная. Привод кажется более легким и маневренным, чем, например, тот же аналог от Симы. Кому это важно, обратите внимание.
Цевье выполнено из пластика, крепится к каперу вот этим штифтом. Внутри цевья находится отсек для аккумулятора. Разъем стоит мини-тами, и лично я рекомендую сразу заменить его на компактный XT45, так как внутри цевья места не очень много, и с компактным коннектором будет проще разместить батарею. Над цевьем находится имитация ручки заряжания. Тут она нужна, чтобы получить доступ к регулировке хоп-апа. Для этого оттяните рукоятку до упора назад, поднимите вверх и зафиксируйте в специальном вырезе. Хоп-ап регулируется стандартным образом через окно экстракции гильз. После регулировки смачно хлопните ладонью по рукоятке, чтобы она с лязгом вернулась обратно. Поставьте автомат на предохранитель, скажите «Lock it loaded» и занимайте вашу позицию у здания посольства. Так, что-то я отвлекся, у нас тут страйкбол, а не фильм «6 дней» про операцию Нимрод. Кстати, тоже отличный фильм, рекомендую посмотреть. Обратите внимание, что на внешнем стволе нет привычной резьбы для крепления глушителя, ДТК или трассерной насадки. Это все потому, что на боевом МП5А5 ее тоже нет, а сопрессор туда устанавливается свой быстросъемный вот на эти выступы. Так что если вы захотите сюда поставить трассерную насадку, то вам придется искать реплику этого глушителя. Насколько я знаю, их делает Mad Bull. Прицельные приспособления — это мушка и вращающийся барабан с несколькими диоптрами и целиком. Если штатные прицельные приспособления вам не понравились, вот сюда можно установить переходник с планкой Пикатини. Прямо на стойке мушки находится антапка для ремня. Кольцо тут маленькое и не все карабины подойдут. Вторая антапка находится у основания приклада. Приклад телескопический, направляющие приклада выполнены из алюминиевого сплава. Тыльник приклада пластиковый. Приклад имеет три положения регулировки: сдвинут до упора, выдвинут наполовину и полностью выдвинут. Клавиша фиксации приклада находится снизу вот тут. Разбирается привод очень просто. Снимаете цевье, выдавливаете штифты в основании приклада и около шахты магазина. Далее снимаете приклад и разъединяете половинки корпуса. Обратите внимание, что за проводку тут можно не беспокоиться, и чтобы выполнить неполную разборку, вынимать ее не нужно. Половинки корпуса соединяются специальным коннектором, что несомненно очень удобно. Как и в других приводах от ACS, тут установлен сплит-гирбокс. То есть в верхней части корпуса находится цилиндр-поршневая группа с камерой хоп-апа и стволиком, а в нижней части блок шестерней с электроникой и моторчиком. Как и в других новинках от ACS, тут стоит современная электроника SSS V2, которая имеет следующие функции. Это активный тормоз, предвзвод пружины, защиту от высокотоковых нагрузок, защиту аккумулятора от переразряда, функцию отсечки по 3 выстрела и функцию самодиагностики. Напоминаю, что все фишки такого гирбокса и такой электроники я очень подробно рассказывал в обзоре на Hera Arms CQR, тоже от ACS. Ссылки есть в подсказках и в описании. Но все равно посмотрим на внутренности гирбокса подробнее. Стенки ЦПГ, как и положено, усиленные, соответственно, могут держать более жесткие пружины. Пружина, разумеется, стальная, равномерной навивки. Цилиндр латунный с отверстием для регулировки объема воздуха под объем стволика. Голова цилиндра пластиковая с одним уплотнительным кольцом. Поршень пластиковый с 8 стальными зубьями. Голова поршня пластиковая с одним уплотнительным кольцом. Нозл пластиковый без уплотнительных колец. Тапет стандартный пластиковый. В нижней половинке гирбокса, как я уже сказал, находится электроника. Для надежности она закрыта пластиковым корпусом. Шестерни стандартные 18:1. Мотор 35 тысяч оборотов с достаточно сильными магнитами. Кстати, обратите внимание, что в отличие от обычной конструкции гирбокса, тут мотор установлен в рамку, которая намертво привинчивается к стенкам блока шестерней. Так что за перекосы можно не беспокоиться. Камера хоп-апа тут очень интересная и отличается от предыдущих итераций МП5. Сама камера выполнена из алюминия, и ее фишкой является жесткая фиксация стволика. Вместо обычной клипсы тут свой фиксатор, который зажимает стволик и притягивает его к камере хоп-апа 2 винтами. То есть вероятность поворота стволика вокруг своей оси, а значит перекоса резинки хоп-апа, крайне мала. Стволик алюминиевый, но с очень хорошим окошком для резинки хоп-апа. Резинка стоит обычная, коромысло похоже на АК типа, давилка самый обычный валик. Сама система регулировки хоп-апа похожа на хопы АК типа, но не совсем. Тут стоит трещотка, которая не позволяет сбиться регулировки от вибраций и во время стрельбы. При этом шаг настройки хопа очень небольшой. В комплекте с приводом идет бункерный магазин на 230 шаров. При этом к этому приводу отлично подходят и отлично подают шары механы от ЦИМа. Так что привод получился еще и универсальным.
Во время работы над сценарием к этому видео я нехило словил ностальгию и даже пересмотрел несколько фильмов, про которые сказал в начале. И когда после всего просмотренного и прочитанного берешь этот MP5 в руки, понимаешь, что ICS справились. И смогли воплотить страйкбольную версию легенды. Приятная внешка, отличная развесовка и при этом серьезный функционал с точки зрения внутрянки и электроники. Прямо сейчас такой привод со штампованным ресивером и электроникой SSS E-Trigger продается в магазине Airsoft Store за 33 500 рублей. Это, конечно, дороже, чем ЦИМа, но реализация тут другого уровня. Я старался сделать это видео максимально интересным и информативным, поэтому предлагаю не жалеть ваших уверенных пальцев вверх и активно общаться в комментариях. С вами был Евгеньевич, до скорого!